Я нашла его, он согласился говорить, но только без лица. А как мы его снимать-то будем? Ну, вы же понимаете, он сказал, маску принесет. Но это будет не экскурсия, он просто будет говорить. Согласно архивам, первые упоминания о Венеции как о городе, построенном на сваях, относятся к VI веку. Архитектурные решения строго следуют принципам баланса и симметрии, характерным для поздней античности. Впрочем, если изучить топографию каналов, можно заметить структуру, напоминающую октаэдр. Простите, вы знаете, Венеция – это не город, это зеркало. Оно отражает небо, воду и нас. Но зеркало может быть кривым. Говорят, в подвалах Кадарио до сих пор капает вино. Только оно не красное, а золотое. Я видел один раз, в ноябре. Это Венеция, мифическая. С вами на связи Аня и наше шоу «Мифический турист». Сегодня я попытаюсь выяснить, была ли Венеция когда-нибудь настоящей. А поможет нам в этом специалист по альтернативной исторической архитектуре и конспирологическим теориям. Он называет себя независимым исследователем городских легенд и параструктур. Он отказался показывать лицо. Говорит, что в Венеции за правду могут не только не поблагодарить, но и навсегда оставить в канале. Все началось в XVIII веке, когда масонство из Англии и Франции проникло в Венецию. Город тогда был уникальным местом. Формально под контролем инквизиции, но на деле здесь тайно собирались философы, алхимики и вольнодумцы. Первые ложи маскировались под литературные кружки, но их истинная цель была иной – влиять на политику и культуру. Венеция была витриной Ренессанса, величественной, блестящей, театральной. Но за этой витриной действовали другие. Те, кто верили не в церковь, а в символ. Масоны. Первые ложи появились здесь в XVIII веке, когда Венеция теряла политическую власть, но сохраняла культурную. Город был формально католическим, под контролем инквизиции, но именно это и делало его идеальным укрытием для вольнодумных кругов, которые маскировались под академии и литературные салоны. По одной из теорий, планировка Венеции не результат случайной застройки, а зашифрованная схема. Некоторые исследователи видят в структуре улиц и каналов следы сакральной геометрии, золотое сечение, пропорции витрувианского человека, даже формы, соответствующие алхимическим диаграммам. Архитектура как код доступа. Но вопрос остается: куда? Это не просто город, это схема. Город-знак. Его строили не для людей, его строили для наблюдателей. Каналы выстроены как оптические оси. Башни совпадают с углами звездных траекторий. В нем больше смысла, чем зданий. Просто вы не на той частоте, чтобы его считать. Это церковь Санти-Джованни-э-Паоло, или просто Заниполо. Здесь похоронены 25 доджи Венеции. Но один так и не нашел покоя. В 1355 году додж Мартин Фольер попытался захватить власть. Заговор провалился. Его обезглавили у палаццо Дукале. Имя вычеркнули из хроник, а портрет сожгли. Похоронили его с головой между ног. Прощальный намек. Говорят, по ночам у церкви бродит фигура в мантии и без головы. Она будто ищет что-то. Или кого-то. Считается, что это Фольер. До сих пор ходит по маршруту. От замысла к приговору. В этом городе такие истории не умирают. Существует гипотеза, что в структуре старых городов сохраняются так называемые поведенческие петли. Это когда маршрут, повторенный достаточно много раз, становится частью городской памяти. В случае Фольера цикл был замысел, казнь, изгнание из истории. Учитывая архитектурную геометрию Венеции и аномалии в топографии поля Санти-Джованни-э-Паоло, вероятность формирования петли не исключена. Вопрос не в том, ходит ли он там ночью, а в том, почему кто-то до сих пор это видит. Это колокольня Сан-Марко, символ города, где веками дежурили звонари. Один из них, кажется, не ушел.
По легенде, в середине 19 века здесь служил человек необычного роста, звонарь с руками до колен и голосом, от которого дрожали голуби на площади. Его заметил директор Венецианского научного института и предложил сделку. Звонарь завещает скелет музею, а взамен получает солидную сумму при жизни. Сделка показалась выгодной. Профессор выглядел не слишком здоровым, но все вышло наоборот. Звонарь скончался за вином в Астерии еще до того, как профессор успел умереть. Сегодня его скелет стоит в витрине Музея естественной истории с колокольчиком в руке. И по ночам, когда город засыпает, он якобы возвращается на башню и бьет 12 раз в марангону. А потом идет домой. Медленно. Через каналы. Есть мнение, что в музеях с сильным эмоциональным якорем возможны проявления постфункциональной модели поведения объектов. Проще говоря, если человек слишком долго выполнял одну задачу, тело забывает, а привычка остается. В данном случае речь идет не о призраке, а о двойной идентичности. Музейный экспонат днем, звонарь ночью. Это не сверхъестественно, это просто плохо завершенный контракт. В Венеции мифы привязываются к людям не меньше, чем к зданиям. Особенно к тем, кто оставил после себя нечто звучащее. Церковь Вивальди найти просто. Она стоит на набережной и смотрит прямо на воду. Официально Санта-Мария-де-ла-Пьета, но это место больше известно под другим именем – Церковь сироток. Здесь в XVIII веке преподавал и дирижировал Антонио Вивальди. Его воспитанницы, девочки из приюта, пели в хоре за решеткой. Их никто не видел, только слышал. А легенда гласит, что Вивальди здесь продал душу дьяволу за свою ангельскую музыку. А теперь здесь по ночам слышат скрипку. Говорят, это Вивальди. Он возвращается, пишет музыку на воде и каждый раз не успевает закончить. Незавершенные действия приживаются к пространству, как пыль к бархату, особенно если они музыкальные. Здесь мы имеем дело с типичной ситуацией. Авторская идентичность, связанная с локацией, не успела отслоиться. Музыка, как энергия, продолжает звучать в местах, где к ней привыкли. Это не призрак, это просто неоконченная партитура. В Венеции полно мистических мест, но самое зловещее даже не мост дьявола, а Палаццо Кадарио. На первый взгляд обычный дворец на Гранд-Канале, но за фасадом из мрамора и надписями на латыни длинный аккуратный список несчастий. Владельцы Кадарио умирают. Особенно, говорят, дворец не любит бизнесменов. Последний известный случай – промышленник Рауль Гордини. В 1993 году он застрелился. Не в самом дворце, но после того, как приобрел его. В Венеции это считается зачтенным. Кадарио – это то, что в архитектурной психогеографии называют структурным резонатором риска. Объект, вокруг которого стабильно выстраивается цепочка адаптивных сценариев. Формально это просто здание, на деле точка накопления. Слух, догадка, случай здесь не исчезают, а наслаиваются. Особенно интересно, что аномалии здесь бьют по конкретной группе. Люди, вовлеченные в денежные и банковские цепочки. Можно сказать, дворец обладает избирательной несимпатией к капиталу. Некоторые считают, что он вплетен в старую систему сдержек и зеркал, где финансовое и магическое долгое время шли бок о бок, пока их не разделили искусственно. Это не проклятие, это скорее устное предупреждение, которое кто-то когда-то зафиксировал в камне, но на языке, который мы все еще не расшифровали. Наш последний пункт по мистической Венеции – Палаццо Леццо, неброский дворец на набережной Мизерикордии, который, по легенде, был местом встреч венецианских алхимиков. Здесь якобы искали философский камень, вещество, способное не только превращать металл в золото, но и раскрыть тайную суть вещей. На фасаде до сих пор видны странные барельефы. Фигура с огненной короной, женщины, стоящие на пеликанах, солнце и луна, гарпии, двуглавый орел. Говорят, это зашифрованная формула. Или застывший обряд. Что именно здесь искали, а может и нашли, так и осталось неизвестно. С точки зрения пространственной семиотики, Палаццо Леццо – это контейнер недоказанного. В нем нет прямых аномалий, но есть накопленная возможность. Алхимия, по сути, это язык, в котором физические свойства совпадают с психологическими. Здесь не искали золото,
Алхимики искали философский камень, вещество, способное даровать вечную жизнь. А может, они его и нашли, просто использовали не на себе, а на городе. Вот он и не стареет. А теперь то, о чем Венеция говорит громче всего. Карнавал. Миф, который никто не прячет. И в который с радостью входят. Венецианский карнавал – один из самых узнаваемых символов города. Он уходит корнями в XI век, когда додж Виталий Фольер впервые упомянул народные гуляния. А в 1296 году праздник официально закрепили как день перед Великим постом. Карнавал стал временем, когда маски стирали границы между богатыми и бедными и давали то, чего не хватало в обычной жизни – свободу и равенство. Одна из главных легенд – праздник Марии. Когда-то пиратов обвинили в похищении 12 венецианских невест, а позже 12 девушек из простых семей шествовали в их честь в одежде, которую им одалживали знатные дамы. Карнавал – это миф, который работает слишком точно. Под маской можно быть кем угодно. Но кто придумал саму маску? Исторически карнавал был способом разрядки напряжения. Но если смотреть глубже, видно, это прекрасно отлаженная система социальной инверсии, которая на время имитирует свободу, чтобы сохранить порядок. Мысли якобы уравнивают всех, но на самом деле они перепрошивают роли. Ты сам начинаешь играть чужую и забываешь, где твоя. Миф о карнавале был внедрен специально, чтобы Венеция оказалась праздником, а была сценой. Еще один миф, который укоренился в этом городе – миф о любви. Венеция – город влюбленных. Ее каналы и мосты и переулки будто созданы для романтических прогулок. Образ этот связан с легендой о мосте вздохов. Говорят, если поцеловаться под ним, любовь станет вечной. Есть мнение, что миф о любви – это наиболее универсальный миф контроля. Он делает мягким то, к чему не хочется прикасаться. А если миф связан с мостом, всегда стоит спросить, а что под ним? Там, где должна была быть вечность, может быть камера. Камень, вода, тишина. Последний взгляд, и больше никто не спрашивает, чем все кончилось. Но правда в том, что вздохи на этом мосту принадлежали вовсе не влюбленным, а заключенным, видевшим прекрасную лагуну в последний раз. Их вели в тюрьму в Пьембе под крышей дворца Доджей или в нечеловечные колодцы Поззи, находящиеся почти под водой. Венеция превращает даже самые мрачные истории в романтические легенды, которые живут в сердцах тех, кто сюда приезжает. Даже оригинальный карнавал запретили еще в XVIII веке французы, и только в 1979 году его вернули по инициативе туристических организаций Венеции. Венецианские достопримечательности были весьма востребованы летом, а в холодное время года город умирал. Помимо гондолы и уникальной застройки требовалась еще одна идея, которая бы привлекла в город большое количество туристов в зимний период. Ей стало возрождение карнавала. Миф – это язык, на котором с нами говорит место. Мифологизация города – это театральность, где реальность подается как спектакль. Пространства, такие как туристические места, могут служить идеальными образами для массового сознания, но они вытесняют их дискомфортные или противоречивые стороны, например, экологические проблемы или бедность. Таким образом, миф помогает людям избежать сложности реального восприятия. Сегодняшняя Венеция – это город, в котором миф работает слишком хорошо. Он сделал ее вечно красивой и вечно уставшей. Местных жителей почти не осталось. Жить сюда переезжают в основном профессора и студенты в 2 университета. Острова жизни на острове Витрины. Общественный транспорт – это вапоретто, которые идут только по Гранд-каналу и вокруг острова. Скорые – это катера. В узкие каналы они иногда не проходят. В таких местах лучше не болеть и не умирать. Те, кто работают или учатся здесь, чаще живут не на острове, а на материке, в Местре. Это один из самых криминальных городов Италии. Каждое утро сотни людей едут в Венецию на автобусах, которые почти всегда переполнены. На весь остров всего одна остановка. Вода в каналах мутная, от круизных лайнеров и карго-барж. Воздух – смесь старого тумана и нового смога. Ой, простите, венецианцы называют это «эль каиго» – дыхание города. Оно скрывает его и призраков от посторонних глаз. Однако все мифы Венеции – это не ложь, а способ видеть мир сквозь машину культуры. Мы сами мифологизируем такие места, как Венеция, потому что хотим чего-то большего, чем реальность. Путешествие – это тоже форма эскапизма. Поэтому мифический турист – это каждый из нас.
Мы приезжаем, чтобы увидеть миф. Но, возможно, миф — это не город, а мы сами. Как Бродский, который когда-то в письме другу пошутил, что хочет быть похоронен на Сан-Микеле, а спустя год оказался там. И пусть миф остается, потому что он помогает нам наслаждаться красотой и видеть больше, чем просто камни в воде, смотреть сквозь историю, сквозь людей. Каждый город – это миф, и каждый турист – его создатель.